Все, наверное, знают о великолепной модели Burano компании Arc Models. Вот. И не так давно еще появилось отличное дополнение к ней в виде декали от Бегемота. Вот. Очень интересная декаль. Вот. Впервые столкнулся с такой деталировкой, с таким объемом декали. Вот, скажем так, эта декаль покрывает полностью всю поверхность модели. Ну а теперь посмотрим, что получилось у меня, как я это делал. С удовольствием вам расскажу. Вот у нас сама моделька. Фотоотчет уже видели, наверное, у меня на странице, в группе. Интересная декаль. Вот, ну, сразу же, как только я ее увидел, уже немного касавшись гражданского флота с его декалями огромными, вот, понял, что такую декаль просто так не нанести. Поэтому пошел на хитрость. Хитрость удалась, как видите. Вот, сейчас я вам про это расскажу. Для нанесения декали использовал я не простую воду. Это наш дежурный тазик. Водичка. А еще помимо воды я использовал моющее средство. Не реклама. Причем моющего средства добавляем в воду очень много. Сейчас для примера покажу вам это на весах. Обнуляем тару. Наливаем достаточное количество водички. Достаточное для работы. Вот я думаю, грамм 30 нам вполне хватит. А теперь для примера моющее средство. Вот, получается 20 грамм. Я думаю, этого хватит. Так, все это перемешиваем тщательно. Должен получиться однородный состав. На ощупь он очень скользкий. Вот именно им мы будем переводить декали на модель. Ну, в этой технологии я лично увидел сразу несколько плюсов. Вот первый плюс. Вот этот состав с моющим средством позволяет декали более свободно, так сказать, ездить по поверхности модели. Она не сразу прилипает, не сразу садится на поверхность, вот, что позволяет нам как раз ее успеть отцентрировать относительно других декалей или относительно каких-то элементов, которые уже есть на модели, видимые. Вот, второй плюс, это то, что когда декаль, например, перехлестнется, как это вам объяснить? Мы все сталкивались с тем, что край декали может завернуться, вот, и потом очень сложно ее разъединить. Вот здесь это все упрощается как раз из-за того, что состав достаточно липкий. И в принципе вот кистью можно ее, так сказать, развернуть, стряхнуть с самой себя же. Третий плюс, наверное, тоже очень интересный. Я заметил, что моющее средство размывает подложку декали, ну, так сказать, лак, которым она закрыта. Вот, это очень хорошо, уже не надо использовать какие-то жидкости для приваривания сторонние и так далее. Вот, выражается это в том, что примерно после того, как декаль мы нанесли, так сказать, правильно ее позиционировали на модели, начинает жидкость подсыхать, или мы, например, ее излишки удаляем ватным тампоном или ватной палочкой, вот декаль начинает становиться на ощупь такой липкой. Вот в этом случае для продолжения работы это как раз говорит о том, что начинает моющее средство размывать защитный лак. Вот поэтому, чтобы декаль не сдернуть с поверхности, нужно пальчики мочить уже перед дальнейшей работой с декалькой. Вот, мочим пальцы, не стесняемся. Вот, и что-то там разглаживаем, поправляем и так далее.
Ну хорошо, на примере бурана мы отставим. Вот, на примере нашей кошки многострадальной вот, мы как раз попробуем фрагмент декали нанести. Новую декаль я портить не буду, при всем уважении к вам, наши уважаемые зрители. Вот, использую фрагмент декали от того же самого производителя, который у меня остался от одного из наборов. Инструментарий у нас самый простой, что, наверное, рассказывать нечего. Пинцет с острыми краями, ватная палочка, заостренная зубочистка. В принципе, больше тут ничего не надо. Ну, естественно, ножницы. Так вот, еще один плюс данного состава в том, что он очень быстро снимает декаль с подложки, с бумажной. То бишь растворяется, декаль начинает сходить с подложки буквально где-то уже, наверное, секунд за 30. Это максимум. А так обычно секунд 20 при воде комнатной температуры. Вот, замечу, что конкретно у меня с похожими декалями это время составляет где-то секунд 40, а то и минуту растворяется декаль. Ну, в общем, опускаем декаль в наш тазик, мочим. В это время готовим саму модель. Рекомендую, кстати, вот обратите внимание, модель сейчас в белом грунте, он шершавый. То бишь, как бы мы привыкли делать модель гладкой перед нанесением, глянцевой перед нанесением декаля, покрывая ее лаками глянцевыми и так далее. В данном случае это не нужно, а наоборот вредит. Объясню почему. В то место, куда мы планируем нанести декаль, вот, мы его еще и обрабатываем этим составом дополнительно. Вот. Ну, в принципе, я пришел к тому, что достаточно просто намазать это место. Даже если оно подсохнет, это поможет нашей декали лучше лечь, так сказать, и не сразу прилипнуть. Вот, вначале я моющее средство вспенивал, то бишь такими тычковыми движениями добивался пены, причем плотной, вот, в надежде на то, что как бы на пену она еще легче будет ложиться, еще лучше двигаться. Ну, как бы какого-то профита я в этом не заметил, поэтому просто немного нанесли наше чудо-жижи на модель. Все, и приступаем к декальке. Вот видим, что декаль уже пошла, освободилась, так сказать. Смачиваем пальчики, чтобы к нему не прилипло. Ну, ставим декаль на модель. Как под камерой все это неудобно. Вот, декаль упала, начинаем ее центрировать. Вот видим, что она свободно перемещается по поверхности. Благодаря тому, что первая поверхность шершавая, вторая, на ней достаточное количество нашего чудо-средства. Вот, например, мы ее центровали. Дальше, используя ватную палочку, от центра к краям начинаем сажать. Прикатываем. Тем самым выгоняя излишки нашего чудо-средства из-под модельки, из-под декальки, прошу прощения. Декаль бегемота очень хорошо тянется, как бы это огромный плюс, но может сыграть и злую шутку. Вот на данной модели у нас вот эта зона, это створки люка грузового отсека, она дана не одной декалью, а 8 сегментами отдельными. Это хорошо для тех, кто хочет сделать модель с открытым бомболюком.
Вот, но в данном случае при нанесении в этом месте стараемся декаль класть четко, быстро и в дальнейшем ее не растягивать, потому что к корме, к краям может налететь чуть ли не пару миллиметров. Вот, я с этим столкнулся, вот, и рассказываю вам о своих граблях. Вот, в остальном все ровно, все отлично. Так, смотрим, что у нас в декали. Декаль уже села. Тоже можно даже в перчатках ощутить то, что она становится немножко липкой. Лак, который закрывает декальку, разъедается моющим средством. Ну, как так, дорогие мои.